Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. И всем привет! Вы на канале Польза Стримы. Меня зовут Саня, основной канал Польза.нет. И я заставлю вас думать. Почему я заставлю вас думать? Потому что, как говорит мой сейчас сын, забавную фразу он сказал: ты всех ненавидишь, потому что у тебя есть деньги, чтобы все купить. Да, я купил этот смартфон GT6, ничуть не жалею. Жалею, что, конечно, отдал за него столько денег. Я отдал за него, сейчас я проверю, по-моему, 40 тысяч рублей. В какой-то момент времени он стоил 35 плюс налог, но у меня получилось без налога его выцепить туда, куда я сейчас его заказывал. Neo 6 я купил, на 6T уже был обзор на Realme. Повторяюсь, меня зовут Саня, вы пришли на прожарку. Здесь я не подбираю выражения для того, чтобы у меня там было больше просмотров или кому-то было комфортно. GT6, к слову, я приобретал тогда за 319 баксов. Это было меньше, чем 30-ка, это 29 где-то, и это прямой конкурент Poco F6. А вот Realme GT6, сейчас 5 секунд, очень дорого у меня он вышел. Но, разумеется, не 60 тысяч, как его пытались где-то продать, 450 долларов. Притом у меня 2 раза скидывала возможность купить, и в какой-то момент времени в моей телеге скидок вы видели его за 35. Но это было недолго, и купить я его не успел, плюс, разумеется, налог, и он выходил, ну, не в 38, но близко к этому. Почему это даже близко не флагман? Откуда у меня такое возмутительное название для этого смартфона? Я сейчас вам очень просто объясню. Смотрите, что такое флагман? Это самый топовый процессор. Это у нас не, как вам вещают рекламщики от Realme, это процессор не обрезанный 8 Gen 3, это обрезанный 8 Gen 2. То есть здесь у нас 8S Gen 3, это чуть хуже, чем 8 Gen 2. Это не чуть хуже, чем 8 Gen 3. Это дело раз. Второй момент. Здесь полуторка звук. Ну и это просто вот просто полуторка. Где-то она объемная, где-то вот здесь она полуторка. И по отдельности, может быть, это звучит нормально, но вот вы послушайте все сразу скопом и сходу. Следующее. Отсутствие металлической рамки. Даже в убогом Samsung A55 рамка металлическая. Ультра убогий ультраширик с самым маленьким углом. Вы можете посмотреть примеры фото и видео. Это шлак. Отсутствие 1080p 60 fps на фронталке. То есть 60 fps на фронталке просто нет. Ни в 4К, ни в 1080p. Флагман? Серьезно? Отсутствие защиты от влаги. То есть здесь IP65 вроде. То есть нулевая защита от влаги. Отсутствие беспроводной зарядки. Ну, она обычно бывает во флагманах. И в сухом остатке у нас не самый топовый процессор, отсутствие защиты от влаги, пластиковая рамка, конский ценник, ну, конский ценник убираем, убогие достаточно камеры для видеосъемки. Почему? Потому что я понимаю, что, может быть, не ПТЗ, а все блогеры так решили, что видеосъемку именно у этого смартфона они сравнивать не будут, но я решил, что пиксель на тензоре это убожество. Ну, согласитесь, тензор всегда печаль. Хотя есть люди, которые... Я уважаю вас, если вы ходите с пикселем. Очень сложно с ним ходить. И как говорят правильно, вот я сравнил его по видеосъемке. По видеосъемке вы сейчас увидите в ролике в моем завтра, послезавтра, скорее всего, сравнение. По фото, ну, скачайте исходники. Я не то, что вау-эффекта не испытал. Проще всего продать смартфон по фотографии. Потому что можно просто сказать... Светосила хорошая, ночные фотографии вау, и все. Без сравнения, без ничего. В общем, проще говоря, я сравнил его с Pixel 8a. Вы можете это сделать сами. Я сейчас вам скину в мою личную телегу и фотографии с Pixel 8a, который стоит 34, и этот какой-то момент стоил 35. За 35 можно было брать, чтобы потом перепродать. Если у них флагманы, конечно, есть. Есть у них Realme GT 5 Pro. Но если бы они были, если бы они запускали флагманы, у них не было бы возможности возить всех в Китай, закармливать благосферу, возить всех в Европу, закармливать благосферу. Им бы нужно было продавать флагманские смартфоны за флагманские деньги, а так они все деньги потратили и решили средняка представить как флагман, притом это не самый лучший средняк на рынке. С особое отдельное спасибо людям, которые расхваливают здесь Vibro. Такое ощущение, что они в руках OnePlus и не держали. Да, это одна контора BBK, но Vibro здесь слабая.
То есть у тебя и полуторка звук, и вибра слабая, и защиты от влаги нет, и беспроводной зарядки нет, и рамка пластиковая, и на фронталке 60 FPS нет. И чего? А что здесь есть из флагманского или из субфлагманского? В общем, молодцы, отработали. Я сегодня потратил несколько часов на то, чтобы просмотреть какой-то материал. И нет, это не конкурент. Это не конкурент никому сейчас. Ни OnePlus 12R это не конкурент Neo 9, который вы кто-то купили за 25, тот же концерн BBK, это не конкурент Poco F6, который можно было взять за 27, мне кажется. Но у них есть магическая штучка. У Realme, они же не совсем дураки, им же надо какие-то смартфоны продавать. И если до этого они блочили эти смарты китайские, сейчас они уже продаются на Алишке разбблоченные. Я не призываю его покупать, но есть такая штучка GT Neo 6. Там попроще камеры, но он выходит в 25 тысяч мне вышел. Но по железу, не считая камер, это такая же тема. Внимание, вопрос. Если железо стоит 25, а камера не важно, ну, в общем, вы постепенно придете к моей мысли, я думаю, через какое-то время. Да какая разница, Власов, на Алишке тоже цена 40. Это 13T Pro уровень. Ладно, Poco F6 Pro забыли. То есть это уровень реально флагманов. То есть, ну, это субфлагманы, у них есть беспроводные зарядки. У них какой-то там, ну, у них что-то топовое. Здесь что топовое? Реклама? Ну, то есть... Хорошо, или я теперь буду после Huawei записывать в плюсы то, что Google сервисы работают, все бенды есть, они молодцы. Вот, начать начали, но основа, опять же, стрима всегда это что? Правильно, это прожарка. Если хотите, чтобы я его продолжал, то вы не забудьте подписаться на канал, и я буду продолжать устройство таким образом жарить, не подбирать слова, как я делаю в ролике. Разумеется, в ролике я не хочу, чтобы у меня народ совсем уж удивлялся чему-то негативно и подбираю, а на стриме можно сразу все вывалить и дальше уже решайте сами, что, как и почему. По яркости авторегулировку отключаю, выкручиваю на максимум и запоминаем 920 люксов. Первый парагон Antutu, потом мы сделаем еще несколько экспериментов, вам они понравятся. И я надеюсь, что смарт их пройдет. Потому что что-то он должен отрабатывать из своей стоимости. И обновления все стоят. Wi-Fi отрубаю. Включаю. И понеслась. 35 он стоил один день. Да, 35 он стоил один день. Это была новинка, это была крутая цена. А потом понеслась. Ну, к тому, что сейчас он стоит 44, это бред. Это прям бред. Ну, цена флагманская, только смарт не флагманский. Мне не важно, кто это дело будет покупать в России. У меня есть моя аудитория, вы моя аудитория. Я вам рассказываю, как я это вижу. Вы можете не разделять мое мнение. И здесь не зря лежит у меня вот Vivo X100. Помните, я говорил, что здесь защита от влаги IP69K. Он у меня утонул. То есть он не реанимируется. Буду вести его в сервис, буду тратить время, расскажу вам полную историю, что произошло. Ну, что произошло, вы видели в ролике, как мне говорили, а зачем ты их топишь? Потому что я блогер. Могу ли я утопить? Да, я могу утопить, не знаю, 10 смартфонов в месяц спокойно и даже их не реанимировать. Но меня как блогера возмущает, когда что-то не выполняет своих функций за свои деньги, если они это дело обещали. То есть я думаю, что в каком-то смысле вы разделяете мое возмущение. И, как мне сказали, ну ты, если увидел пузырьки, надо было останавливать, топить. Чего? Ну, то есть бы он не утонул, я бы сказал, ну вот он не утонул. Я для этого-то и проверяю смартфоны на влагоустойчивость, для того, чтобы вы потом не купили с надеждой, что он будет жить у вас. Но они в итоге GT3 особо немного и не продали. Когда был GT3, они не возили народ по заграницам для того, чтобы пихать эффективно. Вы сравните обзоры на GT3 сейчас. Вот посмотрите, откройте их. И сравните обзоры на GT6. Вы ой, какую разницу увидите подхода. Прям конкретную. Опять же, может быть, это я вижу как блогер, может быть, вы не видите.
возможно, для вас это топовая штука. Да, если у кого-то есть возможности, есть премиум ТГ, подписывайтесь на ТГ скидок и голоса. И сейчас я понятия не имею, что там делать в сторисах, потому что все плохо пока. Да, они нафиг копируют Realme или покафоны. Ну, покафоны это и есть Realme. Вот. Чату привет, Вадим привет, Валенс привет, Нафин привет и мистер, спасибо за мужское поведение и такой подход к своему делу. Пожалуйста, я не знаю, в чем заключается, я считаю, что это блогерский подход. И повторяюсь, у меня на руках, вот я все время получаю железку, и у меня возникает вопрос, ну, за счет чего сейчас живет маркетинг? Камера, это делай раз, и игровые возможности, это делай два. Потом, чтобы вам это продать, вам говорят, камеры не важны, игровые возможности не важны, а вот главное, он классный. И ты такой, так а что важно тогда? В общем, я теряюсь в эпитетах, потому что его по-разному пытались представить, и там ценники тоже говорили какие-то нелепые, $800, да он 40 не стоит. То есть 40 тысяч слишком много конкурентов. Какие там $800, 60 тысяч? Даже 35 тысяч, еще раз повторяюсь, можно взять, но есть девайсы, которые бы я просмотрел вместо него. Вот есть. Тем более не 35, а в итоге бы он вышел в 39. CMF Phone они разослали, я куплю, мне не послали. И так же, как и наушники эти на шнурке, я не знаю откуда, но я в Питере купил на Авито. А, нет, на Яме я купил. На Яме CMF-ки. Не, Богдан, мне ничего не интересно, я делаю все по лекалам своим, как я это вижу и как я считаю, нужно прогонять смартфон. Поэтому у меня Vivo и помер. Вот. Но я безумно расстроен, потому что это очередная потеря времени. С одной стороны, меня все время Владимир успокаивает, когда я с ним разговариваю, это мой друг здесь, бизнесмен. Так вот, у него правильный, наверное, подход, что это мой сторителлинг. Ну, вот этот смарт, в принципе, то, что погиб, не критично. Для меня подход чуть-чуть другой. Для меня это реально обида, потому что я на него потратил время, собирался делать обзор одним кадром, а в итоге он погиб, а должен был не погибать. И у меня возникает резонный вопрос. Если он не должен был погибать, а у меня погиб, а у кого-то, кто будет покупать его в надежде, что там IP65, будет тоже мысль, что он может выжить, а он не может. Ну, дичь. Дичь. Я еще и салазки под него потерял. Ну, зашибись. Вот. Это нытье. Нет, мне не интересно будет сделать стрим на мобильном телефоне, потому что это лишние геморрои. Извините за мои французские фразы. Почему? Потому что я это проходил, я делал стримы, отваливался звук, плюс я не мог контролировать то, что мне пишут. Народ писал дичь, и все. Я вел стримы раньше на Твиче через смарта. Вам интересно, вы проводите. В итоге приходило, к слову, 12 человек в онлайне. Сейчас нас для справочки 157. Рамзес, конечно, брак. Конечно, брак. Ну, то есть мы теперь можем предполагать, что Vivo выпускает смартфоны с нулевыми стандартами качества без проверки на брак или нет. У меня не тонуло ничего, кроме ZTE Nubia Z60 Ultra. Samsung, то, что утонул, еще раз повторяюсь, ему можно, потому что мне бы его поменяли бесплатно, если бы я не ступил и не, что сделал? Правильно, не разобрал его. Я его с дурости своей разобрал, и поэтому лишился смартфона. А здесь я лишился смартфона не по своей тупости, а потому что производитель сказал IP69K, а по факту он IP67 даже не удерживает. Вот.
У вас может быть другой взгляд на эти вещи. Да, Валенс, 6 дБ включены, может быть просто микрофон. Не в микрофон я говорю. Надо говорить в микрофон. Кишечник, я не могу делать полноценный обзор до обзора одним кадром. То есть в этом-то и смысл, чтобы в обзоре одним кадром я рассказал, утонул смартфон или нет. Но он утонул, и обзор одним кадром не будет. Топ-10 смартфонов на канале до 40 тысяч рублей. Ничего не поменялось. Может быть, что-то поменяется с дальнейшим курсом, но пока, как вы видите, все на паузе. И большинство платформ никакие распродажи не проводят. Я не знаю, в чем дело, но, скорее всего, вот эта чехарда с валютой. Дмитрий, я не знаю, сертификаты фейк или нет, но по факту сколько я смартфонов топил. Точно это 200 пошла. И от Vivo я не ожидал. Ну, то есть от кого, а реально от Vivo я не ожидал. Нет, крышка не вздулась. Но вот он. Вот он. Перезагрузка не помогает. Камера внутри потеют. И, в общем, может, каким-то образом реанимирую. Но пока все плохо. Да никакой, Богдан, вы можете купить профессиональную камеру, у вас все равно будут, как у меня сейчас, кулеры на этой камере. То есть у меня стоят кулеры на Sony Z10VE и на Sony Z10VE. И на FX30, если долго снимать, тоже нужен кулер. Фаталист, там просто ночной режим съемки. Но я вам сейчас покажу. Вы рекламы пересмотрелись. Вот давайте по-другому мы как-нибудь будем друг друга воспринимать. Еще раз повторяюсь. Если вы хотите узнать у рекламщиков, какие методички, как они впаривали это дело, спросите у них. Менюха у них абсолютно стандартная у всех Realme. Никаких супер-мега фишек в оболочке, которая у всех одинаковая, нету здесь. Максим, если у вас возникает вопрос, что купить из двух устройств, то вы должны себе отвечать на это. Может, вам нужен стилус, чтобы в ухе ковыряться, а я вам скажу, 12-й. Напин умер, да, Vivo X100S. Вот он лежит. Специально напоминает мне о том, что всему есть своя цена. Красивые кадры по утоплению иногда выходят в полтинник минусом. Пока полтинник, а там уж посмотрим. Какой-то фаталист обычный ночной режим у Realme. Обычный режим ночной. HDR режим, который они придумали для того, чтобы... Нет. А это похоже? У меня выгорание во всем угодно, во всем, в чем угодно есть. Но единственное, я говорю, я уже начинаю становиться более радикальным, потому что люди пытаются, ну, чем больше, наверное, канал, и чем больше моя личная телега, и чем больше узнаваемость, тем больше людей приходит, чтобы продавать. Я прям вижу. Там сегодня в личной телеге человек написал: а чего ты с Google камерой не фотографируешь? Чего? То есть я должен покупать смарт в рознице за 70 кусков, чтобы потом накатывать туда Google камеру? Это как приколы с Huawei-вцами. И он тоже там же еще Huawei вспомнил. Он может быть на уровень Huawei. Что? Какой уровень? Кто его придумал? Уровень придумал с 3 вагонами бабла DxO Mark для Huawei и индивидуальный. Да, ну и все. Валенс Рута, удачи вам в продаже. Distraction. Спасибо.
У всех она своя. Я говорю, и те, кто делали уже обзор, у них своя честность или как еще. Я говорю, если вам говорят правда, правда, честно, честно, это 99%, что это ложь. Так же, как все, что делится на 9 или на 5 или на 10, или если вам постоянно смотрят в глаза. Как в школе же нас учат этому. Распознавать, когда тебе лапшу на уши вешают. Я не разочарован ни этим смартфоном, ни еще каким-то. Просто у всего есть своя цена, и на рынке, на котором я все время существую, у меня нет серого магазина, чтобы вам Huawei надо продать, Realme надо продать, все ж продать надо, все флагманы, везде... Серьезно, ну... Еще и экран не плоский. Короче, окей, Realme. Окей, Google, окей, Realme. Да, Lynx. Вот такие вот дела. Лембас, мне не важно, как просто... Ну, хорошо, так только они приходят, и люди читают это. О, прикиньте, не считаем это. Он воспринял меня. Он меня услышал. Ладно, главная нагрузка. Нам не интересно, сколько баллов он покажет. Максим, ну да. Это неплохая цена по мне. Вадим Туорин, что и требовалось доказать. Когда у тебя есть выбор, тебя не... Ну, видите, не все знают, что можно вернуть в магазин. Кто-то не успевает. Посмотрим, Дмитрий. А у GT6 будет глобальная, китайская версия? То есть они китайку позже выпустят, чем глобальную? Очень странные дела. Так, у нас был сбой по окей Гуглу. Но хочу отметить, вообще огниво. Он, если яркости сбросил, не сбросил даже. Очуметь. Он не сбросил яркость. Ну, может, там не сбросил. То есть второй прогон без чехла хочу отметить. И да, глянцевая вот эта вот пластиковая тема с даже окошечком вот этим вот здесь, которое постоянно выглядит как засаленное нечто. Я их не понял. Но я думаю, что есть перспектива у складных и у флипов, и у фолдов, иначе бы их не выпускали. Вот у мини это вопрос, потому что, видите, их прям нету. То есть смартов мини прямо нету. Сергей Петров, привет. Не забываем прожать лайк все, кто пришли. Огромное спасибо, что вы дошли. Даже если я вас раздражаю, раздражает контент, помните, что если вы это дело не поддержите, альтернатив на YouTube этому не будет. И чтобы я плохой не говорил про это устройство, только здесь вы в онлайне можете посмотреть такую выборку уже на данный момент. А будет ли это продолжаться, зависит от вас. Поверьте мне, 3-5 тысяч просмотров, которые я имею здесь на стриме, в итоге, потом на обзоре, они сказываются, потому что человек, который на стриме узнал все, что ему надо, он вряд ли пойдет смотреть обзор. Вот. Так что это в каком-то смысле, с одной стороны, у меня выстрел в ногу себе, с другой стороны, все идут на север, я иду на юг. Все делают шорты, я делаю стримы. Насколько это эффективно, покажет время. Насколько мне комфортно сейчас с вами общаться, на 100%, поэтому мы и общаемся. И, как говорится, доказательная медицина, так же, как и доказательное тестирование. Это, мне кажется, лучший вариант для чего угодно. Сергей, я ничего не понял. Шавиха, привет. Купил по твоему обзору взамен умершего GT4 Pro и не жалею. Айку, наверное. Хорошо. Я просто вообще их не вижу на руках у людей, хотя живу в Москве, половина знакомых гики. Ну вот вы ответили на свой вопрос. Ну, через Бородатого, может, они это и продадут как-то кому-то, но я не знаю кому.
Мне кажется, это просто отмывание денег. У них типа маркетинговая тема, залили деньгами китайских производителей, и они такие, а как это? Ну, я вообще не понимаю. Я их не понял. GT Pro 6 Pro они не выгрузили. GT6 выгрузили. Ценники сразу заломили. Пусть скидывают, окей, но посмотрим. Но мне кажется, что они так же, как с линейкой Realme 12 Pro, Pro Plus 5G, это какая-то дичь у них как была, так и осталась. То есть, как у них кукушка съехала, что они всем продадут телевики, так же и их все убедили. И здесь то же самое. Как говорится, решают просмотры. Ну, посмотрим. Рамзес просто вам удобен этот формат, чему я несказанно рад. Common 30 Premier 5G я покупать точно не буду, но по Tecno на сентябрь уже пришло контор, наверное, 6 для рекламных обзоров. Не рекламное я делать на Tecno не хочу. Я в прошлый раз сделал, у меня прибежало очень много людей, я не знаю откуда, наверное, их продавцов тоже, и еще кого-то, которые стали с пены у рта просто защищать это дело. Ну, окей. У них свой мир, мне кажется, вот этот вот выдуманный. У них свои рекламщики элитные, и пусть они там нормально отрабатывают. Я буду просто им пилить рекламу, опять же, не всегда. Моей аудитории могу сказать, Infinix, Tecno, Common ни в коем случае, там, Infinix, Tecno и Tel ни в коем случае не покупать. Все, каждый стрим. И Tel, Tecno, Infinix, привет вам. Тан-тан. Жду кремниевые батареи. Посмотрим. iQOO Neo 9s Pro. Сергей. Нету, его нету, нет. Мне откуда? Откуда? Его не послали мне еще. Его пока не послали. Я не знаю, почему, что там за проблема с 9s. Нил, ты обидно. Сын пошел за ноутбуком, называется. Он передает вам привет, если что. Точнее, резкость Realme GT6T лучше, чем в Realme 12 Pro Plus. Я говорю, вы можете... Ну вот, все еще в обработке он. Не посылают. Притом уже второй продавец не посылает мне, кстати. Я 25-го лечу в Японию. Виза есть? Сын, тебе привет. Нил, ну перестань. Ты голый ходишь перед камерой. Он не знает, что он в шортах, и его не видно из-за фокуса, но все равно... Сори. Короче, извините за мой французский, извините за ремарку. Если брать поездки, скоро полечу в Японию, ни на какие никому к себе. Потом полечу в Китай, тоже по своим делам. Но, разумеется, что-нибудь поснимаю. Насчет Sony уже куплена, 6-я, уже тестируется в Питере, но приедет ко мне. То есть фотографий будет много, как и видео. Huawei Puro 70 Pro, скорее всего, тоже со мной полетит в Японию. Если говорить про... Кроме Японии, куда я собираюсь, Китай, возможно, в Корею, и в октябре, наверное, в США слетаю. Что купить? Ну, в США я много чего знаю, чего купить. В Японии, наверное, куплю пару шарпов, хотя где я потом их продам, я не знаю. Вот. Xiaomi 14, как и 13, отличные. Но вот эти все ультра, Xiaomi 14 Ultra, повторяюсь, Vivo X100 Ultra, вот все, что ультра, продается нереально сложно и с очень громадным дисконтом. То есть, если это не... Даже Samsung S24 Ultra нужно продавать намного дешевле. Денис, техноблогинг, зайти очень просто. Вопрос, каких... Какая цель у вас? То есть у меня первые 3 года был минус, притом космический.
Я очень много тратил. Сейчас я в нуле. Но до этого нуля, до где-то вот год-полтора я в нуле, где-то в плюсе. А до этого я был в нереальном минусе в течение года. И, скажем так, здесь же вопрос объяснения. Допустим, я сейчас сформулирую вам мысль, вам она не понравится, но мы же на стриме, поэтому это и не обзор. Вот смотрите, у меня бешеное количество всяких железок. Я их обожаю. У меня должно быть оправдание, зачем я их покупаю. То есть вот тут налул у меня Vivo, но я понимаю, это ради контента. 10 тысяч посмотрело, 1003, я всегда могу себе ответить, зачем. Мог бы ли я себе приобретать столько смартов, если бы я не участвовал вот в этом? Наверное, но тогда бы я был чистой воды перекупом бы и просто покупал бы что-то, и потом на Авито продавал, делал текстовые обзоры, может быть, еще что-то. Вот. Нет, в Японию просто слетать. Просто потому что могу, наверное, так. То есть, ну, это, знаете, как из разряда... У меня вообще моих мало желаний, честно. У меня желания вот исключительно железки. И что бы я ни говорил даже про GT6, вот этот, большего желания, чтобы он у меня вот сейчас прошел все эти тесты, у меня нету. То есть я даже не одинаково буду счастлив, если он пройдет, я буду счастлив. Больше, чем если он крякнется. Потому что негативные обзоры не любит никто. То есть я про него расскажу то же самое в обзоре, но потом скажу, вопреки всему, он все это пережил у меня. И значит, вот в этом сценарии использования он хорош. То есть всегда что-то должно быть хорошее. Hi-Res плееры Atari были, есть и будут. Да, Андрей Кореш, именно. И каждый раз, когда, ну, единственное, как мне правильно говорят, лицемер. В лицемере я в чем? В том, что даже когда был абсолютно далек от YouTube, я его даже не смотрел, я покупал всегда самые дорогие смартфоны. То есть я тратил всю зарплату, чтобы купить железяку. И, ну, вот это правда. Не для блогинга. Саня, мне сказали, чтобы я не писал через донат, что меня заблокировали в личной телеге. Николай Коробецкий, вопрос, за что вас заблокировали, напишите мне в личку, я вас разблокирую. Так. Так я его и купил. 9S Pro Plus. Подожди. Или какой я купил? Я уже запутался в этих айкушках. Вот айку реально больные. 9S Pro 5G. А ты имеешь в виду 9.1, 9S Pro Plus. Я еще какой-то не купил Vivo. Какой-то. XS Pro. Да, XS Pro я не купил. Потому что не было нормальных предложений. Кстати, по поводу распродаж, все говорят, вот, распродажи на Али отменились, так же, как в других китайских магазинах. Многие сейлы, еще что-то там, товары исчезли. На Алихе, на глобальной тоже исчезли распродажи, те, которые должны быть. То есть это какая-то глобальная тема, к слову. Так что если вы хотите делать любой контент про железо, делайте его. То есть, почему нет? Вы же его для себя делаете. Пасик для мафона. Пасик. Спортивная тематика. Нормально все. Нормально не менять никогда смартфон. Нормально менять раз в неделю. Вы определяете уровень своей нормальности. Вы определяете вашу потребность. Вы определяете, кому вы что должны и что вы хотите. Кто-то нормально себе каждый день яхты покупает. Вопрос... Все зависит от ресурсов и от потребностей. Если у вас в ваших потребностях сегодня вам что-то в кайф, делайте это. Слушать кого-то это глупо. Потому что вы вырастите и потом не захотите этого делать, поверьте мне. Любую тему можно перерасти. И у любой темы есть теория предельной полезности. Андрей Кореш, и вам отличного стрима. Спасибо. Realme, конечно, раньше был намного круче. Да,
Пока их никто не пиарил, пока у них не было глобального отдела, мне говорят, ну вот там Realme, как и все. Так в этом-то и прикол, что я визжал и делал на них обзоры GT2, 2 Pro, помните? GT Master Explorer Edition, а Master Explorer Edition 2 с триггерами. Это были просто мастодонты. Это были мастодонты, которые 3T никто не подвинул бы. Что они делают сейчас? Серость за просто космические деньги относительно себя вчера. Относительно других, что они предлагают лучше? Экран с водопадом? Ну ладно. Чем лучше? Шимом сейчас проверим. Юлий Гаркавцев. А вы выключитесь на неделю, определите бюджет и смотрите примеры фото у меня и у других блогеров в тех сценариях использования, в которых вы планируете использовать смартфон. Все. Думать не надо. И потратьте минимальное количество ресурсов, купив максимально ликвидный смартфон. Чтобы, если он вас не устроил, вы могли его продать. Все. Вся магия. А вообще, если что-то хочется покупать, и вы смотрите и не покупаете, миссия канала моего была выполнена на 100%. Вы же с чего-то смотрите этот стрим, правильно? Вы с чего-то смотрите обзоры. Значит, у вас все есть. Нет, Артур Майоров, самая душман цена сейчас размещал перед стримом 44 тысячи. 44 тысячи он стоит на Алихе. Вообще не сбросил яркость. Как было 600, так и осталось. Просто монстр. Он не с девайсами стремится к днищу. Он к днищу стремится в плане стоимости и рекламы. Тоже недобросовестный по мне. Но опять же, все относительно. Им виднее. Просто вот, окей, нас немного, это середина стрима. Я считаю, что маркетологи в Китае и в России поменялись, потому что я знаю, в некоторых брендах они поменялись. Те были честнее и говорили производителям, что покупатели не идиоты. А сейчас они поменяли на лояльных, и им и блогеры, и как бы сами маркетологи, которых они новых посадили, они говорят, мы все продадим, главное денег дайте. То есть они теперь априори считают покупателя за дурака. Очень неразумно с их стороны. Вот прям очень неразумно. Но я говорю, мир расставит все на свои места, особенно рынок. Рынок всегда расставляет все на свои места. И, как я уже года 4 говорю, зритель не дурак уже очень много лет. Ну да, ты можешь найти каналы, на которых дети. Можешь найти каналы, на которых доверчивые взрослые. Можешь найти каналы, на которых френдли ведущие, и за счет этого они могут что-то толкать аудиторию из разряда... Ну, в общем, можно. Но в большинстве своем покупатель стал умнее. И то, что они набрали себе стадо марионеток, которые не могут им объяснить, что конкуренция просто дикая в этом ценовом сегменте средняков. И главное продать побольше трубок, как делает, кстати, Poco. Realme в этом смысле просто неудачники. Вот в прямом смысле. Сколько было продано Poco X6 и X6 Pro? Сколько было продано Realme 12 и 12 Pro Plus через их телевики и кругляш? Ну, нет слов, и все почему. Потому что, да, лизоблюдство процветает у них, как в некоторых других местах. А народу главное деньги освоить. В принципе, справляются. Саня, я сейчас лично посмотрел. Я вот сейчас лично тебе скидываю. Там скидка, промокод на 9 тысяч рублей. 44 тысячи рублей. Сейчас GT6. Вот тебе телега скидок. А когда он у тебя погиб? F4 GT. Снимаю видосы. Vivo 23E. Давно уже надо перейти на норм камерафон. Конечно, нет. А я сейчас пошучу. Skillark Production. А ты посмотри обзоры. Там же, наверное, видео сравнивали.
Ну, видео самое сложное, что может делать смартфон. За такие-то деньги он должен снимать. Их с чем-то должны были сравнивать. Посмотри, оцени. Денис, ну это не так работает, как ты думаешь. Я говорю, вот допустим, я когда работал, у меня, проще говоря, там из 14 офицеров 3 разбирались. Когда я уже менял место работы, разбирались все. То есть это как... Ну, это не работа над ошибками, а учишься на ошибках. А люди уже нормально нагрелись на всяких диких девайсов. Посмотри обзор Atari. Утруди себя. 12R хорош даже не тем, что хорош 12R, а у него есть аналог. Намного дешевле. Намного. Я его тогда покупал за 31 тысячу. И к чему это вообще? Во, Е20 Motorola, вау. Поко у меня в ЧС, зигзаг, это хорошо. Рифат, а к чему здесь консультация по поводу цены? Там не было указано 12512. Вот больше всего не переваривай в бане. К чему это вообще информация? Человек пришел, просто переписал цены с моего поста. Заметьте, как круто. Заметьте, как круто он работает. Я сначала хотел с пеной у рта рассказывать, что я его буду в гене гонять. 30 минут. И, наверное, и буду. Потому что он молодец. Вот, Иван Иванов. Смотрите-ка, у меня с вами мысли сходятся. Серж Филиппов, мы же не спорим с айфонами. Ну, то есть мы не сравниваем его даже. Я уже забил на эту идею. Вы заметьте, раньше я с iPhone 15 сравнивал. Думаю, сейчас, ну вот в топку. Вот ради чего? Окей. Есть рынок, люди в голову едят в каких-то моментах. Им нужно видео, но и они не хотят яблоки. Ну, вперед. То есть им чувак, у которого 130 миллионов просмотров, при том 80 из этих миллионов было снято на iPhone, я, по-вашему, идиот, что использую смартфон для съемки, который хуже остальных? Poco X3 стал кирпичом и больше не ожил. Никто не осилил оживить. Poco X3 Pro или X3? И сколько же лет он у вас прожил, если в прошлом году? 2-3 года? 3. Bad News, привет. Вот, Bad News знает, о чем я говорю. Да. К сожалению, для всех я не отвечаю на многие вещи каждый раз как попугай. Но я это все 1000 раз проговаривал. Вот человек купил себе аналог 12R в районе 30-ки, который ушатывает GT6 по полной программе. Почему? Потому что мозг. Zero Day. Смотрите обзоры на канале. А зачем приходить на стримы, если не разбираешься в теме? Артур, да. Мы рады, что вы умеете считать. Майоров. Я за 35 его не советую. Вы мне рассказываете про то, что сейчас он выходит 49. Еще раз. Я считаю это смартфон неудачным средняком с завышенным ценником, даже если бы он стоил 35. Мы можем закрыть этот вопрос? Почему все считают... Вы не на тот канал пришли, реклама в другом месте. Я его купил. Хотя он мне вот сейчас, допустим, нравится. Так как он держит яркость, это прям вау. Это вау. Atari, было очень приятно с вами общаться. Я не понимаю, к чему эти фразы.
Да и не секрет, посмотрите обзор мой на 12R. А до этого был обзор на Ace кое-какой OnePlus. iQOO 12 за 55 норм вариант? Нет, это космос ценник. 40 это норм вариант, iQOO 12. Вы откуда такие цены? Бушные опасно покупать Tendo смарты. Хорошо, что вы знаете, у кого берете. Тима, спасибо, что смотрите. Хохол, S24 Ultra нормальный. Рад. Так, думаю взять Ace 3. Думайте. Марк Ланс. Ну, я не знаю, насколько он дорогой. Он стоил 40. Вот дороже 40 я бы iQOO 12 не брал. 44 это предел просто. Просто предел. Потому что он уже морально... Он без 5 секунд морально устарел, так как скоро выйдет что? Правильно, iQOO 13. И на его железе Vivo X100S через полгода вышло. И стоил, ну, я не знаю, окей, на Али в России он 59, но мне он вышел в 44. Я его, конечно, утопил. Точнее, он у меня утонул, я его не топил сознательно. Нет, я его топил сознательно. Как правильно сказать, я его утопил или он у меня утонул? Юрий, рад, что вы на двенашке. Как минимум по виброзвуку, операционке он лучше. Но это уже другая история. Да? iQOO Z9 Turbo за 30-ник. Опять же там на бенды. Бенды все? У Turbo, по-моему, все, нет? Ёшки, Влад Власов. Утонул, утопил, утонул. Да. Вопреки всему, несмотря ни на что. Топил сознательно. Ну, я ее притапливал, эту трубку. Если там IP69, там IP69, в этом-то и прикол Ultimate. Ultimate. Вообще, Денис, весь техносегмент застыл. И я говорю, мне кажется, что... Но он застыл не только в России, вот в чем прикол. Алишка встала везде. Никаких промокодов, вообще ничего. Я не знаю, в чем дело. То есть, если это глобально брать, то, может быть, деньги кончились заливать техносегмент. Я не знаю, в чем дело. Что может дать однозначный... Стоит ли брать Asus ROG Phone? Да. Седой. Могу. Стоит. Называется канал Костика. Писала про заднюю крышку. Не знаю, лайв, Костик. У меня слишком много без выделываний забаненных. Universal уже тебя снес. Не бань его. Смотрим стримы, обзоры читаем более объективными. Игорь, спасибо. У меня, конечно, много комментариев из разряда «Я ничего не понимаю в твоих терминах». Ну, гуглите. Poco F6 Pro новый. Цена хорошая. Цена хорошая. Новый 42 штуки. Это прям очень хорошая цена для Poco F6 Pro. Это единственное, что могу сказать. Брал бы я его за 42, наверное, да. В упаковке. Спасибо, Теняев Дмитрий. Напоминаю, что это антистресс и это островок абсолютного безумия в океане супер безумия. Ну, точнее, вот вокруг норма, а у нас безумие, потому что нет здесь ничего, кроме железок. Локализовано. Но я считаю, это максимально безопасно. Притом, больным по поводу чего-то быть, это хорошо. Ты всегда понимаешь риски. Здесь риски простые. Потерять деньги и все. А все остальное... Ну, хотя мне уже писали про формат моего контента. Но
скажем так, пока я маленький и не доберется до меня никто, я уверен. А доберутся, ну, значит, все закончится, банкет. Но я не думаю, что закончится. Ничего здесь такого нету. Видите, GT6 показывает себя великолепно, без всяких сарказмов. То есть 900 люксов он сбросил до 800 люксов. И это просто пушка-гонка. Нереал. Сейчас я термометр возьму. Термометр. Так. Кстати, я купил все-таки 23 градуса. Я еще не включал кондиционер. 23,3. И сейчас я его включу. Но при 20-ке мне уже прохладно. Потому что он мне в спину дует. 23,5 и влажность 62%. То есть он еще и не в идеальных условиях сейчас. Для тех, кто любит идеальные условия. 23 градуса это все-таки... Так, 40... О, а вот такие случаи бывают, когда... Я думаю, вы понимаете, да? 44 градуса это очень быстро приведет... И он пахнет пластиком горелым. Прикиньте, пластиком горелым. Если у меня он сдохнет до того, как я сделаю обзор, я вам не прощу. 44, 43,4. Я так не играю. Если, прикиньте, два смартфона по полтосу просто в трубу. Карма. Не, я тогда начну умнее быть. 44 градуса, не шутя. Давайте-ка он отдохнет, я не буду его сразу... И сейчас напишите мне, что это норма. У пластика нет. То есть, если пластик разогрелся до 44, это прям... Не трогать. Есть норма, да, 40, 41. 40 я уже напрягаюсь. 44 это плохо. Это плохо. Сейчас мне напишут, это норм вообще. Все вообще норм. Плата за жизнь. Но пластиком воняет. Это будет жесть, когда этот утопил, этот спалил. Еще до обзора. Горячий. Не придется, Николай. Зачем, если у меня есть реклама Infinix и Tecno? Мне кажется, больше них... Хотя, нет. Но, наверное, если Summary взять, если Huawei возит народ в Китай, Realme возит в Европу, наверное, у них бюджета побольше, чем у Tecno. Ну и ладно. Да у них хватает народа. Мне никто даже не предлагал никуда ехать. Хотя у Huawei и Honor писали, что у них очень некорректно общающиеся маркетологи. И они долго со мной не разговаривают обычно. И у них требования. Я думаю, другие блогеры вам уже рассказывали, какие. Вообще несовместимы с жизнью на моем канале. Это не брак, это норма. Так 44 это внешняя температура, это даже не внутри. Я думаю, он уже остыл. Нет, 58 и 38. Слабо 58 градусов температура ЦП. Сейчас мне напишут, для видеокарты нормально 94. 58 градусов температура ЦП. Живи, Realme. Realme живи. Ждем-с. Николай, я не хочу думать о том, что это может быть. Можно? Можно мы оставим это дело? Это необычный запах для смартфона во время тестировки для меня. Для вас вполне возможно это норма. После работы в теплице что-то, мне аж зашло так работать, тем более платят хорошо, учитывая, что нет опыта. Глеб, круто. Любая работа, уважуха. А вам для чего этот дюймовый сенсор, можно уточнить? Для успокоения? Вы знаете сценарий использования для себя? Он вам нужен точно? Я не знаю, не хочу это проверять, Иван Иванов. Можно я подожду?
И сейчас это не многозначительное молчание, я просто выбираю эпитеты, но кратко скажу, что это горячо. 44 градуса на пластиковом корпусе у крышки, это горячо. Очень необычно горячо. Когда у меня М6, я сегодня, кстати, уже сделал обзор на М6, завтра выгружу. Когда у меня Poco М6 благополучным образом разогрелся до 40 градусов пластиковая крышка, я прям конкретно напрягся. А когда 44, это прям ух. Возьму Redmi 13 Pro 5G, тупо не буду рисковать и более балансное устройство. Играть все равно не буду. О, Даша Субботина дошла. Привет. Вы сегодня первая девушка за 55 минут. Во всяком случае, по никам. Включай общение с контентом 60+. А какая разница, сколько лет, хохол? GT6 задняя крышка стекло. Ну да. Ну, от этого не легче, что он разогрелся до... У Neo пластик. Здесь стекло, да. Но рамка-то пластик. Иван Иванов, я в курсе. Но если он греется до 44, вы можете заплатить за эту яркость отвалом проца. Вот при 44 можете. Может быть, у вас какая-то... Света. Я вас забыл, извините. Павел Марченко. Я такие 2 штуки детям взял. Хороший аппарат. Я так... 200 Pro мы жарили. Посмотрите сами на канале. Не помню. Я вообще очень плохо запоминаю смартфоны, которые я не рекомендую к покупке. Честно, ну там снимают он 4К 60 FPS. Все. Конский ценник. Все. И много всяких недостатков. Спасибо большое за донат. Это первый донат, по-моему, за последние 3 стрима. Это полтинник минус ваш донат. Так. Wolf Black. Ладно, с отвалом проца, лишь бы не... Вы сплюньте, у меня ребенок в квартире. Да не, ну что, 44, 44, 58 градусов и 58 УЦП. Вот сейчас он показывает какого-то лешего 54. Сейчас мне будут рассказывать, что это не важно все. Так, кратко. В общем, мы забили на это дело и забыли. Он уже отдохнул. И что мы будем делать? Мы будем измерять шим. Да? Я, кстати, не помню. Шим, я не видел, как у него шим измеряли. Или меня приглючило. У него измеряли шим? Я знаю, что там есть DC-диминг где-то. Но сейчас мы без DC-диминга включим. Вот без какого-то там супер шильдика. А потом мы уже будем измерять с DC-димингом. Так. Ну, в общем, без выключенного. Можно я не буду комментировать, да? Мы же взрослые люди. Можно просто буду говорить, на 100% это плохо. И я не буду говорить, ну, если вы не такой нормальный, как и я от шима не страдаю. Я не страдаю от шима, потому что я айфоном пользуюсь. Там экран меньше шумит, чем вот это вот дело. 21. Да вообще не важно, как я. Важно, что это вредно. 41. 28. 28 нормально. Это без активации DC-диминга. Потом мы поищем DC-диминг. Нет, вот смотрите, он по-любому включается автоматически, потому что здесь до 20%. А где-то у нас было положение, получается, при... неплохо. Это не хороший шим, но норм. 20. Ладно. В общем, плюс-минус везде одинаково. 20%. 18. Дальше. Защита глаз. Принять. Я ничего не понял. Вот. Мерцание. Но мы его потом отключим для игры.
Ну, в общем, я вижу, да, что теперь шим больше, чем 18%. Ха-ха, отличная защита мерцания. Защита от мерцания. Просто, ну да. Теперь было 18, стало 20. Не, я могу... Я радексом сейчас тоже измерю, чтобы всем стало легче. Да, он стал выше с этой функции. Классная функция. И когда измеряли, такой же шим был у народа или нет? О, не шутя. В общем, после отпуска 24 часа стрима нон-стопом. Это у кого? У вас? У меня нет отпуска. Так, 13. Во, зато радексом норм. 15. Тоже не особо. Насчет абсолютно безопасного экрана. Так, ПО это он не показывает. Ждем, он сейчас адаптируется. В общем, целом и частности, я отрубаю эту великолепную функцию, при которой шим становится больше. Понравилось мне, да. Прикольно. Частота высокая. Некоторых приложений 120, без разницы. 120. Вдруг он не захочет. New State 120. Во что первое играем? Выбирайте. Да, у меня столько пропустило. Вы ничего не потеряли. Ничего супер сверхъестественного не вышло. Так, Diablo Immortal или New State? Или мы хотим сделать интересную штуку. Я думаю, вам она понравится. Но я думаю, он вывезет прям 100%. Мы сейчас засечем буквально 5 минуток яркости на максималочке. Хорошо? Экран, авторегулировка, повышенная яркость, светлее. Вот, стоп, темнее. Все. И вот так. И вот так мы смотрим. На никаких каких-то супер цифр не вижу. Но он держал это дело все долго и упорно. Я секундомер не включил. Стоп, сброс, старт. Пока держит. Diablo, Genshin. Я тоже думаю, Genshin. Ну, просто мы обычно не пользуемся минуту. Но минут 3 пользуемся на улице. Если 3 минуты будет держать... PUBG, на нем уже не один смарт слился. Мне наоборот пишут, PUBG самый оптимизированный, нечего его тестировать. Пинк, вы точно не с нашего канала, да? Вы не из нашей тусовки. На некоторых смартах при включении димминга шум уменьшается на большой яркости и остается в такой же на малой. Окей. Наверное. 5 секунд. Я понял, в чем дело. Не, охладитель не работает. Так, 1600. Сейчас я включу Type-C-шник в кулер. У меня получается один кабель питает смартфон. Один питает кулер. Не смартфон, а этот. Камеру. И вам привет, Jesus Lord. Андрей, Иги.
А где вы видели их в одну стоимость? Данил, Александр. Я еще не делал обзор на Поко. Не на Поко, а на Realme. Но пока вообще все огонь. 2,5 минуты он держит яркость. Но мы сейчас сделаем потом еще один кульбит интересный. Я думаю, вы прекрасно понимаете, что я собираюсь сделать с этим смартом. За 26 минут он заряжается, это очень круто. И пока оптимизация вау. Вам прям вау. Но мы то же самое примерно видели где? Правильно, Vivo. Ну что, 4 минуты. Через 4 минуты, да, он начинает сбрасывать. 1400. Ждем еще? Или нет? Даша Субботина, я не помню, честно. Но это точно было мучение. И точно это был не 5 класс. Я в 5 классе прочитал Айвенго. В 6. Нет, да, в 6. Ну, в общем, через 4... Вот сейчас 5 минут, 1300. Еще 5 минут нет. Нет, уже есть, наверное, потому что я засекал не сразу. Ну, прям интересно. Тает на глазах, да? Петра, наверное, да. Но GT3 почему не купить? Amazfit Bip к iPhone 15 Pro, так а почему бы мы не могли? Еще сбросил 5 минут 20 секунд, он уже показывает 1200. Но этого тоже достаточно на солнце. Я прочла в 30 плюс-минус. Я не помню, что... Я помню, что я его читал, но мне кажется, что я в старших классах его читал. И он был просто жесткой нудятиной. Может, кому-то понравился Дон Кихот. Но я не знаю кому. 1100 через 6 минут. Прям эксперимент года, да? Я читаю, как и вы. Знаете, как если вы спросите у... Сейчас я у чата GPT спрошу для интереса. Люди стали меньше читать в сумме или нет? Вот интересно. Мне кажется, люди больше читают в разы. Во-первых, у нас больше времени. Во-вторых, вы не читаете, сколько вы читаете новости, правильно?
Меньше традиционные книги. Просто изменение формата. Невозможно посчитать, сколько вы читаете, потому что я читаю круглые сутки, просто в основном это посты. Данил, нет. Валенс это хорошо, потому что вы в школе учитесь. В школе ощущение от книги, фильмов одно в 30-40 лет, другое. 63-е, разумеется. Очень иногда добродет от региона зависит. Региона смартфона, какой у вас будет звук на смарте. 8 минут. Успокойтесь, пожалуйста, спасибо. Я уже студент. О, все. 9 минут 900 люксов. Но он вот восстановился. Но если он 10 минут отработает так, то этого более чем достаточно. Потом мы ему дадим отдохнуть. Да любой Моник Dell. Я знаю ваш регион, Диана, и у вас хороший... Если у вас есть официально продажи мониторов Dell, то вы на хороших распродажах можете себе найти. Какой выпустит SE новый и сколько он будет стоить? Увидим скоро. Октябрь быстро прилетит. Если аудио в текст конвертировать, то я в день полкниги читаю. Да, вопрос в объемах информации, которую мы потребляем. Потребляем мы точно больше, чем потребляли раньше люди. Кратко, 10 минут, 1100 люксов. В общем, по мне, это прям пушка, гонка, бомба. И этого хватит. Это, кстати, можно вот так делать. Это он просто сам решил себе облегчить задачу. Но в плане яркости это... А почему он авторегулировку? Он сам включил авторегулировку. Ну и... А вот смотрите, в этой задаче он не разогрел крышку свою стеклянную до 44. 36 градусов. То есть дело было не в экране, дело было в процессоре и теплоотведении от процессора. Как многие предполагали, да? Так, повышенную яркость отрубаем. Нам это в играх не понадобится. 980 люксов более чем достаточно. Дальше. Разрешение высокое. Адаптивное улучшение деталей отключу, чтобы лишнее он не ел. И сейчас чуть-чуть дам ему отдохнуть. Чуть-чуть. 41 градус и 37. В 10-15 одно восприятие мира, в 30-40 совсем другое. Пища для ума. Мне ее каждый день хватает. А так как я не гурман, Universal, ты про что? Да не только Данил Текно, не только Текно так делает, но вы уже, не вы у меня спросили, я же все равно их не советую. Bad News не знаю, не смотрел, сори, подожди. Donation сейчас открою. Если откроется, он периодически не открывается. Дергаете, как мальца просто. Не забываем прожать лайк. Огромное спасибо всем, кто пришел. Надеюсь, что формат вам полезен. Надеюсь, что, как я и говорил, у вас... Ну, не, он не хочет. У них проблема на платформе. Можешь здесь продублировать, я тебе прочитаю все. И отвечу.
Вот я сейчас вас заблокировал. Разблокирую, но, пожалуйста, больше не пишите. Это отвлекает. Полностью. Я не буду этих писателей здесь оглашать, потому что не хочу. Про какие часы? Я купил сыну Oppo Watch X, в которых он бегает, и ему они очень нравятся. Да, конечно. Но я так понимаю, Норды 4 народу разослали, но не мне. Ну, как бы, куплю. Почему нет? Так, и... Ну, давайте Гену, ладно. Гену или Диабло? Гену или Диабло? Диабло или Гену? Гену. Гену и настроим так, как советовали в обзорах. 30 минут отыграем, и хватит. 15 минут потом в Диабло или в этом. Паша, спасибо. Не думаю, что прям супер, но спасибо. Ну, должно быть лучше, чем было. Однозначно. Диабло, хы-хы. Не, я сейчас не уверен. Так, только не говорите мне, что я его не загрузил. Ага, что теперь происходит? Я отключил Wi-Fi. Все понятно, так сказать. Все подключено. Нет, не хочу смахивать. Да, если вы посмотрите Samsung S23 FE, польза нет, и вы, скорее всего, увидите обзор. Серджа, хорошо, что вы не видели стрим с самого начала. VivoPad 3 Pro. А я его потом... У планшетов большая проблема, я их потом не продам. То есть дорогой планшет, может быть, я и куплю VivoPad 3 Pro, но я думаю пока. Его и смотреть не будут, и продавать еще умеешь. Специфическая тема. Макс Зверь, не факт. Все зависит от того, какими бендами пользуется ваш оператор. Иноагента. И все. Даша. Павел, да какая разница вам до офф цены? Что ж ты... Приветствую. Купил Neo 9, понравился ваш обзор и решился купить. Dark Work, так при чем здесь мой обзор? Вы оцениваете для себя, стоит ли покупать вам или нет. Валенс хорошо. Так я что говорил, что не надо? Добавляйся. Bad News осуждаю. Иноагент. Давайте еще раз попробуем вникнуться и проникнуться. Вокруг много нормальности опасной. Вот у нас островок технобезумия. Не трогаем нормальность, пожалуйста. Можете спрашивать у меня, не знаю, сколько я потратил на Али или сколько у меня сейчас смартфонов не продано, я вам скажу, 28. Хотел просто пойти в магазин, пощупать и взять. Так сходите в магазин, пощупайте и возьмите на Али. Или не на Али, где хотите. Ваш же поход в магазин и обратно стоит 20 тысяч рублей, правильно? Спасибо, Dark World. Вот что с ним опять? Что он там компилирует? Напишите в телегу взаимопомощи, вам все объяснят. Где смотреть покрытие, чем пользоваться. Заинтриговал.
Сержа не надо. Там у меня в телеге личной написано, не в телеге, в пользу скидки было. Вы купили, не смотрите. Не смотрите стрим. Валенс когда? Вам взрослые расскажут, когда. Когда вы понимаете, что нужно защищаться. Все. И, разумеется, только по обоюдному желанию. А все остальное мелочи жизни. Ну и, разумеется, желательно в традиционном смысле. Вот. Желательно. Мне так кажется. Вы же мое мнение спрашиваете. Ультимейт — это не мои проблемы. Тут 18 из них — это перекупские. То есть я ему дал хорошие цены, и он просто их не может продать, потому что слишком много за них хотел. Тяжелее всего, да, всякие Honor продаются с поля. То есть их готовы покупать только за 50% стоимости. Да, Валенс. Главное, чтобы все были не против, по обоюдному согласию и без последствий. Все. Дружить — это хорошо, не дружить — это плохо. Это стрессы, лишние нервы. Какая картинка на Realme GT6? Как картинка? Есть разница с матрицей в 12 бит. С какой именно? Привет. Вот, все, компиляция почти закончилась. А я запускал здесь Гену. Интересно, почему так долго? Ну ладно. Не будем. Не будем. А где 12? Магия GT6 в том, что вы можете пойти в магазин и посмотреть. И субъективная оценка моя того, как я ощущаю этот экран, она не будет никоим образом на вас влиять. Так, первое, что я делаю в настройках, я выставляю графику 60 FPS. Больше не меняю ничего. Дальше я беру и выйти и включаю... Где же этот игровой режим? Ну что ж ты меня достаешь-то, а? Так, режим GT. Больше не показывать. Включить. Дальше. Мы в режиме GT используем расширенные настройки, как нам советовали, и выставляем все ядра на максимум. Как много тоже где советовали. Чего я очень боюсь сделать, но если у меня не будет обзора, если он не выживет, вы будете в курсе почему. Мне просто интересно, там сказали, что можно реально жить в этом режиме больше получаса. Графический процессор, максималка 1100. Все. С этого момента я включаю секундомер. Мы с вами запоминаем 78% заряда. И еще кое-что делаем. Hyper HD не будем делать. Настройки. Плавающую панель. Понятно. Плавающее окно. Не надо мне. Мастер игр не надо. Full аудио отмена. И сейчас в состоянии системы. Все. Понеслась. Вот с этого момента можно уже засекать. Еще раз. 77%. И где у меня помощник? Помощник, с которым я буду прыгать. Олег Сомиков, привет. Добрый вечер. Добрый. Или Валенс ушел, или кто со мной там играл? Так. Так. Принимаю.
Все. Так, а где он? Ну, вообще у меня есть легкое ощущение того, что как-то уже стало тянуться что-то. Тач. Но окей. Цветы озарений отслеживать. Телепорт. Так, а где мы все время проходили одно и то же? В рифе. Пошла жара. Да, однозначно. Бездна. О, не-не-не. Я, получается, должен сам... Надо где-то найти. Вот сюда, наверное, телепорт. Он даже не стоит 450 евро. Вы спрашиваете, стоит ли 720? Нет, не стоит. Так, мы отыграли, получается, ровно 2 минуты. 2 минуты, внимание. Запомнили? 2 минуты прошло. Не то чтобы плохо, но он уже очень горячий. И уже 460 люксов. 2 минуты. Как бы... Будем считать, что у меня опять брак. Я обожаю просто. И это не 500 люксов. То есть очень часто я вижу, что народ пишет, ну, допустим, я видел сегодня, наверное, это из какой-то брошюрки они пишут, при яркости в 500 люксов 30 минут, но он уже не 500 люксов держит. 2 минуты он 500 люксов уже меньше показывает. Да не, ну хикать-то не стоит, но радоваться тоже мало чему можно. Где мой помощник? Где мой помощник? Ладно. Это мы еще не бились ни с кем, кстати. Это вот мы еще просто бегаем. Кстати. Так, стоп. Мы туда идем. Тянется, тянется. Вот ощущение, что тач, он прям вялый. Я не знаю, как объяснить. Где мой помощник? Где тупи? Тупи. Где тупи? Ну и ладно. Мы и сами можем чуть-чуть его нагрузить. Everybody like... Не, ну не everybody, это просто вот так получается. Просто так получается. Просто у меня так получается, потому что стрим. Все догружено. Вы сами видели, что ничего в фоне нету. И он, мне кажется, он стал еще меньше. О, я даже могу использовать еще вот эту тему. Ха. О, ничего ж себе, мы даже вдвоем его не сразу, не за 1,5 секунды вынесли. Зато камере легче, наверное. Так, а куда нам бежать? Нам бежать вот туда надо. Какая-то штука надо мной висит. Фиолетовая. Как у кого дела? Сколько он герц? Кстати, у меня слетела панель, прикиньте. Ха. А почему так интересно. Она слетела просто. А какая разница, сколько герц? FPS показывает 60. 59. 60. Вот периодически 69, 50. А, стоп. А где мой помогальщик? А, все, понеслась. Пока держишь 60 FPS. Ёшки. Так, кубик, кубик, кубик. Вообще ничего не понимаю. Так, дальше. Вот эта тема. Он еще сбросил яркость. 5 минут.
Так, самое главное, что этот смартфон держит при 400 люксов, наверное, но мне кажется, здесь еще меньше. Во-первых. Во-вторых, вы к чему это? Вы просто хотите поделиться своим мнением? Оно бесценно. Хотите знать мое мнение? Оно заключается вот в этом. Я открываю вот это и вижу 317 люксов. 306. То есть 6 минут, и он уже показывает вам 300 люксов в Геншине. Хорошо. Мы еще поиграем. Мы поиграем еще. Никаких сложностей с тем, чтобы... Если смарт погибнет до того, как я сделаю обзор, вот я вам не прощу. Не прощу. Георг, я не думаю, я просто показываю. Вот вы посмотрели, я посмотрел обзоры, вы посмотрели обзоры. У меня возникли вопросы. По поводу камер, все звездеж. Камеры, посмотрите исходники у меня. По видео вы увидите сравнение послезавтра. Ультраширик днища. Основа проигрывает даже вшивому Pixel 8a. Окей, у вас может быть другое мнение. У фронталки нет даже 60 FPS. Про яркость в повседневном использовании, да. В играх никакого держака яркости нет. Все, уже фриз пошел. Дайте-ка мы сейчас... Стань с темы. Да я уже одобрил тебе. Что ж ты спрашиваешь по 3 раза? Вот. Сейчас мы подождем, когда будет... Ох, ну он зашел. Не-не-не, при заходе всегда так. ЦПУ 50-100. Смарт начинает потеть. Ну, первое, что он делает, это, разумеется, сбрасывает яркость. Мы играем пока 8 минут. Потом он, по идее, должен начать сбрасывать FPS. Не факт, что это произойдет, но второй вариант развития событий, он у меня сгорит. Но я надеюсь, что это не произойдет, потому что одного смартфона минус 50 тысяч рублей мне хватит. Так, а где мои товарищи, которые мне не... Да, зашибись. Вот. Пришло много-много людей, которые мне в итоге как-то не помогли пока. У меня 2 типа. Ох, 46, 39. То есть 8 минут, и он сбрасывает FPS уже до 39 периодически. Хорошо. Ну, ничего хорошего. Но, опять же, я сделал так, как советовали в некоторых роликах из разряда врубить максимальную частоту ядер. В не Diablo, а в PUBG New State я не буду так делать. Я просто... ну там и нельзя его так делать. Настраивать. Но, как говорится, мне кажется, что, может быть, рендеры просто были лучше, наверное. Ух ты, ёшки. Мне сейчас заколбасит так. Видите, как я занят? 58, 59. Ей. Цветку использовать смолу. Продолжаем. И еще куда-нибудь. Смарт реально горячий. Горячий. Но все ради контента. Так. Можем вместе зайти сюда, нет? Храм волка. Надеюсь, можем. И чего он завис? Отрядом нельзя заходить? Одиночный только, ладно. Во, я знаю, куда надо пойти. Он еще сбросил яркость. Еще хуже начал работать тач. 10 минут. Сейчас яркости, правда, очень маленькая. Ну ладно, кому-то ж хватит. Опять же, может кто-то играет. Напишите, может кто-то играет реально на 200 люксах яркости. Ну вот сейчас он тормозит.
тормозит, но ничего страшного. Сейчас завалят товарищи. Быстро. Ну, у него нагрузки толком не будет. Ну, уже все. 55, 53, 56, 54, 55, ЦПУ 90. Так, и дальше джамп сюда. Юрий, вопрос не в том, что ты там где хочешь прицеплять. Я сейчас на данный момент проверяю рекламные брошюрки. Ну, я считаю это так, потому что я какую-то информацию для себя подчеркнул, которую я сейчас проверяю, правильно? Вот я видел информацию, что смарт спокойно в гене 30 минут держит. Видел даже автономность его у кого-то. То, что они ее даже не запускали, эту гену, ну, скорее всего, только для подсъема на 1,5 секунды. Потому что в противном случае я не верю. Может, нет, кто-то запускал, у кого-то просто супер данные получились, и все. Это даже не повышенная яркость, это обычная яркость, к слову. То есть я включил. Опа. Одолейте всех врагов. Давайте не я. Давайте кто-нибудь другой. 35 FPS. Ну да, 39. Может быть, это потому что в мире... Но опять же, у нас в мире был один человек, через 6 минут он уже сбросил яркость. 43. Окей. Если бегать, просто стрелять, наверное, из рогатки, ну, как бы, и без эффектов, то, мне кажется, он проживет дольше, но тоже не очень долго. Не кажется, что он супер долго проживет. Но, может, я не прав. Может, правда, он проживет супер долго. И на данный момент... Я 15 минут просто хочу отыграть. Вот, если 15 минут, уже горячо, но терпимо. Отследить. Уже горячо, но терпимо. Я не буду пока это комментировать. Мы пока играем. Ну, то есть я сначала проверяю одно, под каждое есть свой контент. Под обзор будет свой контент. То есть вы узнаете, сбрасывает ли он в 4К 60 FPS. Вы на фронталку имеете в виду, ее там нет. 220 люксов. Ну, комфортно вам играть при 200 люксов ночью, конечно, да. 13 минут. Вполне возможно, он просто... Нет. То есть вот максимальная яркость 200 люксов. Опять же, все зависит от того, чему вы хотите верить, и все зависит от подхода. Я уверен, что, наверное, есть какие-то другие девайсы, другие сценарии использования, и вполне возможно, у рендеров было качество лучше, а у того, что они продают, вот такое качество. Но то, что они продают, вот вы сейчас видите у меня в руках. Ну, вообще горячо. Не-не-не, ну пока не люто, но я хочу... Ух ты, ё! Нет, вот прикиньте, даже 41 градус ощущается, как будто там все 44. Так странно. Вообще адекватная температура. Так, стоп, а я чего-то я по сути встрял, да? Нет? Очень плохо тач работает. Тач работает просто отвратно. Еле-еле. Ёшки. Мне надо свалить отсюда. Все, мы победили? Нет, мы не победили еще. Почему вот прожог можно делать? О, типа, чтобы сверху. И я тоже приму участие в этой зарубе. Что-то как-то зря я принимаю участие, по сути. Все. Так, и опять у меня уже слетел, кстати, этот счетчик. Сколько можно? Сколько можно? Столько, сколько нужно, да? Он просто не хочет мне ничего показывать. Шучу, когда выходишь, наверное, он исчезает. Так, чистой воды 15 минут, 71%. 71% это значит огромное спасибо, кто со мной поиграл. 6% 15 минут. 4 раза 24% в час на 200 люксов с проседанием FPS. Но это дно Realme. Это дно, которое ты пробила еще больше, чем яблоки даже. Но не будем.
Потому что у каждого контента и у каждой железки есть свой покупатель. Да, Gen 2 лучше, чем 8S Gen 3. Я не знаю, кто вас тоже надоумил повторять мантру рекламщиков Realme GT6, но Gen 2 лучше, чем 8S Gen 3. Я не знаю, что было лучше. Я сейчас вам показал в онлайне. Все, как делали. Я смотрел просто несколько подходов. Вот один из этих подходов я использовал специально, чтобы он не сбросил частоту. Выставил максимальное значение для процессора. Вполне возможно, 200 люксов кому-то ночью... Не, ночью хватит. Если выключить свет, вообще нормально. Только тормозить начинает, и тач не работает. Но этот мы же всего 15 минут играли. Дальше. То есть через 6 минут 330 люксов. Сейчас я напишу себе. Не зря купил. Интересный смарт. Правильно. Заряжается быстро за 27 минут. За 26 даже. Так. Только 100 ватт не пока... Ну, это потом. 330 люксов. Через 6 минут. Просадки. Через 2 минуты. Через 2 минуты. Просадки. FPS. Через 6. Тач. Глючит. Через 8 минут. 220 люксов. 220 люксов. Я в жизни бы не подумал, что я напишу такое. Через 8 минут. И что еще у нас? 24% в час ест. Ну, мы еще раз повторяю, я понимаю, этот смартфон не для игр, который тащит игры по, опять же, их рекламе, не для съемки, которые тащат съемку по их рекламе, но про съемку, опять же, вы увидите в ролике, либо смотрите исходники относительно Pixel 8a, который у меня уже на канале. В моей личной телеге исходники я туда скину. Сейчас еще с Pixel 8a скину для сравнения. Может быть, кому-то больше понравится Pixel 8a. Это же хорошо, когда можно выбрать из чего-то, правильно? Когда ничего не выбрать, это плохо. Realme GT6. Никаких моих умозаключений вас трогать вообще они не должны в хорошем смысле. Почему? Потому что на заборах много пишут. Вот это это то, что пишут на заборах. А вы это то, что может посмотреть и для себя решить, что лучше, что хуже. Мои тесты могут влиять, конечно, на ваше мнение. Леонид, вопрос в том, что не знаю, что они допилят. Вопрос в том, что я видел другую картину в рекламных обзорах. И не в рекламных, кстати. И все. Я не видел такого ни у кого. 220 люксов я не видел ни у кого. Только у них. Хорошо. Ну, констатация факта какая от меня должна быть? Это смартфон, который хуже всех справился с данного типа задачей. Вроде бы. Может меня поправить, я, по-моему, 220 люксов не видел ни у кого. Да, Иван Иванов, только у меня... Я не буду с вами спорить. Я же написал, что не надо смотреть мой обзор, если вы купили данный девайс. Если не купили, вы можете его адекватно воспринимать, этот обзор, делать свои выводы. Вы можете сделать выводы, что я его купил, и у меня вот так, а у вас все будет по-другому. Можете сделать выводы, что у вас у всех по-другому, у меня так, потому что у меня аура плохая.
Нет, Иван Иванов, но я не знаю, я смотрел обзоры, у всех он оптимизирован, а оказалось нет. А где он оптимизирован? Ну, какая разница? Вот зачем мне делать, зачем домыслы? Стрим не для домыслов. Вы можете пытаться себя убедить в том, что все будет хорошо. Это не моя задача. Это задача рекламщиков. Они убедили, что все хорошо. Меня. Я купил. У меня какая-то лажа. Надеяться, что будет все хорошо? Окей, надейтесь. Я не люблю надеяться. Джордж, а зачем об этом думать? Зачем думать о том, что лучше охлад, лучше оптимизация? Есть конкретные задачи, игры, хорошо вы не играете, видео, хорошо вы не снимаете видео. А тогда какого лешего вы должны столько денег платить? Вот. Юрий Вьюн, однозначно, что бери? Да, однозначно, да, Dark Move World. Ну, я не знаю, это вам делать. Может быть, вам... Вот он идеален. Вот я сейчас смотрю сравнение исходников Pixel 8a и Realme GT6. И мне не кажется, что по фото он идеален. По видео он лажа. Ну, на фронталку он полная лажа. А в играх вы сейчас только что увидели. Может быть, для вас это хорошо. Хорошо тянет игры. Тач залипает, 220 люксов показывает. FPS сбрасывается. Хорошо. Пластиковая рамка? Отлично. Нет защиты от лаги? Нормально. Великолепно. Нет беспроводной зарядки? Супер. Старый Type-C-шник? Мега круто. Убогий ультраширик с маленьким градусом тоже супер. Ну, как бы, все хорошо. Я же не спорю. Здесь вопрос в вашем отношении. А я просто делаю тесты. В принципе, как и все. Только единственная разница между мной и ими, я делаю их для вас в онлайне. Разумеется, вам они могут не нравиться. Тогда зачем приходить? Вот. Все тестирую в одинаковых условиях. Все. Все. Зомби за 27 кусков F6 это просто пушка бомба гонка. Да, и шим тоже я вам показал. Можно ответить сначала, у него маленький шим, а потом сказать, а шим вообще не имеет значения. Вот, ну, допустим, тоже норм. Нет, я не считаю, что пух и прах хорошая пластиковая штука. Просто у меня много Realme. Много Realme. Я их люблю. Я их покупаю. Ни одного нет техноблогера, у которого было столько обзоров на Realme. Ни одного. Просто. И на их бренд. iQOO, потому что это все BBK. OnePlus. Притом я даже дешман их покупаю. То есть они мне интересны. Как у других, а у вас как дела? Даша, у меня великолепно. Мы стрим уже с вами ведем 108 минут. И смартфон еще не умер. И я еще не умер. Все супер. Так. Ну, в целом, с этим мы решили. Он был, если что, в режиме GT, получается, да? Да. В общем, все по фэншую. Все, что они хотели от нас, мы сделали. Дальше. Он восстановился по яркости, я надеюсь. Да, он восстановился по яркости. И дальше мы идем в PUBG New State, который самый всегда оптимизированный. Там тоже 15 минут. Хорошо? Пять секунд. Так, он как раз загрузился. Рано ли делать выводы? Да нет, не рано.
Режим GT, окей. Дальше. Здесь состояние системы и никаких особых настроек здесь нет. И хорошо. Мы и так поиграем. Но, единственное, да, настройка, графика, 90 ультра высокий включена. Сохранить. Я почему-то не понял, почему 29 FPS показывает. Ну, это в менюхе. Нет, я не поел даже. Сразу видно, что я злобный. Но зато я часик бегал. Крейзи, великолепно. Вон, играем. А почему 60 FPS? Почему не 90? Он залочен, что ли? Нет, он просто не тянет. Не тянул. Может, сейчас будет тянуть. Сейчас посмотрим. Почему 90-то нет? Ладно. Ладно. Как скажете, как говорится. Букву. Сразу видно, что не поел. Сразу видно, что у меня Vivo X100S утонул, и я минус полтинник, и я расстроен. Disappointed. В себе же. Very disappointed. Ну, мне 15 минут хватит. Для того, чтобы... 93 показал. Ладно. Высадимся, там дальше видно будет. Ну, хорошо, когда так можно собраться и посмотреть, как реально железка работает, правда? 12 Pro Plus, GT, GT6T, GT6 SE, да? 6T для Китая, 6 Pro, GT6 Pro, еще много всякого. Петра, ну вот когда будет, тогда и будет. Пока что есть, то есть. Нет, не хочу я прыгать вместе. Я вижу красное. Почему я вижу красное ФП? Мне не нравится это. Нравится, не нравится, танцуй, моя красавица, да? Ладно. Какого-то лешего я вижу 60 FPS, я не должен их видеть, но окей. 49, зашибись. Но я фаталист, попытаюсь его отвести. У меня времени нет, чтобы отвести его в сервис. Я хочу гарантированно, официальный сервис Vivo найти. Я сейчас салазки не могу найти. Я убирался и теперь куда-то их выложил, а теперь найти не могу. Это, конечно, жесть. Под симку. Ладно, все мелочи жизни. Так, а время-то пошло? Или не пошло? Нет, не пошло. Короче, 69% время пошло. Нам 15 минут хватит. Даже 10 хватит, я думаю. Томпсон. Томпсон, кстати, тема. Многие с ним бегают. Но я не буду. О, его можно уже сразу апгрейдить. Так, ну окей. И такое ощущение, что он уже сбросил яркость. Ну ладно. Все это мелочи жизни, это все не важно. Важно, какие ощущения у тебя от аппарата. Да? Что только не думают. А еще важно, что он раньше делал топовые выгодные железки, а сейчас ему надо просто помочь выйти на глобальный рынок, наверное, да?
Сколько всяких особенностей. Так, все. Отлично. Мне кажется, я один здесь бегаю. Не хватает только третьей каски. Для того, чтобы меня уже когда раскулачивал вот этот тип. Где третья каска? Ну что же за облом, ладно. Будем считать, что я не промазал, а не тач не сработал. Сейчас был фриз. Первый. Есть ли смысл убавить? Мы хотим выжить. Зачем? Ждите, вам недавно я смотрел некоторые обзоры, они сразу забыли про то, что 8S Gen 3 это упрощенный 8 Gen 2, и он стал у них резко упрощенным 8 Gen 3. Я прям обожаю эти магазины. Ну там уже просто чувак стал магазином на диване после Huawei. Это, конечно, просто дно. Он уже такой, ладно, все продадим. Оптом. Теперь Realme тоже. А так все хорошо начиналось. Я смотрел, типа... Сейчас смотрю просто поржать. Новые маркетинговые сленги, мне кажется, через него пропихивают, потому что ему уже все равно, что говорить. Главное не говорить там про Android 12 в Huawei, да? И про процессор 2020 года по технологиям. Так. Марк. Так, а я сейчас в зоне вообще. Мне, может, и не вынесут так долго. Так iPhone будет в октябре. Я стараюсь, надеюсь, я там буду уже, в Нью-Йорке где-нибудь. Стоять в очереди и рассказывать, почему мне не повезло его купить. Это будет первый мой экспириенс. Если будет вообще, это будет огниво. Я понимаю, что они уже никому не нужны. Это уже 16-я серия. Уже не актуально за ними стоять. Но мне хочется. А если хочется, почему бы нет, да? Все. Лутаемся, как говорится. СКС-ка. Так. Ну, держит пока. Хотя, мне кажется, яркость сбросим, ну, в топку. Сейчас мы проверим яркость, забегу в здание. Так, и сразу видно, что не ел. Нормально, 800 люксов. Молодец. Держит. О! Да что же он такой упорный бот? О, X8. Так, а где мой дроп? А вот он. Так, все. Костюм, адреналин.
X3. Раз, два, три. Раз, два. Все. Подождите, я почему-то думал, что я четверка, прикиньте. А я единичка, надо ехать. Было неразумно. Да. Ёшки, ехать и гигей сколько. Да, крайне неразумно. Еще и зону не догоняю. Главное не раздолбаться здесь. И вовремя, да? Я реально думал, я в зоне. В центре притом. Я был максимально далек. Они были в центре. И 8 минут уже играем. И почему-то опять ушла куда-то у меня табличка. Сейчас я доеду в зону, захилюсь и добавлю, сколько там FPS. Ну, вообще 89 FPS показывает. Ёшки. Это было близко. К фиаско. О, 60 FPS, 50 FPS. Денис, не надо спорить с людьми. Это бесполезно. На вкус и цвет фломастеры разные. И на что обращают внимание, пусть на то и обращают. Если, по их мнению, выставление графики на минимум дает больше нагрузки на смартфон и лучше его тестировать по этой причине, ну хорошо. Допустим, в Гене я просто выставил графику на рекомендованную, единственное, поставил 60 FPS. Ничего большего я не ставил. Так, я сказал, что захилюсь, но сначала мне надо все-таки доехать до моих товарищей. Как говорят, поиграть, чтобы мне хватило. Скоро. Скоро я буду в зоне.
Мне вот интересно, а почему они там? Если зона в другом месте. Еще 32 живых. Набивают фрагах на окраинах. Так, все. Режим GT и состояние системы. Пока все норм. Опа. Стоп. Вот там уже заруба, видите? Потому что возвышенность. Опа, вижу. 89 FPS. Чистый фраг. Ну, там еще кто-то был. Так, ну 15 минут почти отработал он. И чуть-чуть поиграть. Абсолютно солидарен, хватит. Однозначно. А почему? А, наверное, когда ты типа не двигаешь, он выставляет меньше FPS, чтобы меньше есть. Ладно. Так, Юрий Вьюн, ну, так как вас не устраивают мои тесты, вы забанены. Еще один человек, окей. Игорь, не надо ничего никому объяснять. Я говорю, я не понимаю смысл приходить на стримы. Окей, приходите там, где у вас тестируют подобное устройство в онлайне другие блогеры. И просите их в других условиях делать это. Ну, потому что если, опять же, они что-то тут утверждают, какая разница? Они 30 минут посидят на стриме, побегают, получат просмотры, или нет. Так, и что здесь? Вот единственное авто. Одиночные. Все. 14 живых. Все. Заняли высоту, да? Это, по-моему, я вообще здесь вставал. Опа.
Где-то внизу, что ли? На бота похоже. Ну, по полю. Ничего не понимаю. О! Или нет? Откуда? Вообще непонятно, что за тема. Дрон. Прям упорно стреляют. Так. О, и гранаты бросают. А, все вижу. Опа. И он меня увидел, я его увидел. Опа. Все. Так, к чему это все? К тому, что 61% и за 18 минут, за 19. Было сколько? Нормально можно играть в PUBG. В PUBG New State играть можно. Притом 700 люксов яркость. 20 минут. По-моему, тоже 24 получается. 69 было или нет, народ? Сейчас 61. Ну вот, 4 на... Ну, 26% PUBG. Сброса нет через 20 минут. До 700 люксов это вообще мелочи. Так, ну вот так. Зачем Мунмен мне ставить запись на 5 минут, если я оставлю запись на полностью смарт? У меня записывает со 100% до нуля. Они сейчас все могут это. Сейчас все смарты спокойно пишут с 100% до нуля. Какая разница, какая температура? Главное, чтобы он FPS не сбрасывал. Вот. Ну, у всех разное понимание флагманов, у всех разное понимание. Я говорю, я бы 300 раз подумал даже его за 35 брать. А, это средняк со своими сильными сторонами и, как мы увидели, со своими слабыми сторонами. Их хватает не только, когда ты просто начинаешь перечислять недостатки, но и когда ты чуть-чуть присматриваешься к нему. Вот. Ну, как говорится, все относительно.
Но 15 был не ого-го, потому что у 15 было 60 Гц экран. И в линейке самый неудачный 15 iPhone. 15 Pro шик блеск, 15 Pro Max тоже неудачный, потому что телевик здесь 5X этот бесполезен просто. Ну, для кого-то он полезен, для меня точно нет. Вот. Кратко. Огромное спасибо всем, кто пришел. Вот как существует, повторяюсь, доказательная медицина, у нас с вами доказательные тесты. Я делаю вывод, что результаты тестов, которые мы получили, они отличны от того, что я видел на YouTube, очень сильно. Я удовлетворен, что мы это все провели. Надеюсь, мои возмущения дойдут до всех. Я еще раз повторяюсь, смотрите, почему мне интересно это. Потому что мне интересно, чтобы люди сравнивали смарты, ну вот блогеры другие. Окей, я делаю последним, там у них рендеры были, у меня нету. Я покупаю его и все равно сравниваю. Но они бы сравнили там с 5 смартами. Я бы уже из них выбирал, с чем мне сравнивать. А так получается, я бы его и с Poco F6 бы сравнил, и с Pixel 8a, и с Vivo, который у меня помер, еще много с какими. Но да, структура вот этой вот пиар-компании от Realme в том, чтобы не сравнивать. Ну и как всегда, там есть определенные маркеры. Я говорю, главное не показывать две картинки одинаково. Вот как я делаю в видео. Но вы понимаете, что когда ты видео понятно, что кто-то увидит, что выиграл Realme. Особенно те, кто его продают. Но основная масса пользователей в видео видит сразу всю разницу. А фото, повторяюсь, все одинаково дороже $2,5 у брендов. Прямые руки, как говорят, экспозиции ISO и RAW. И потом Lightroom. Да, это так и работает. Ширик здесь, ультраширик, шакальный телевик. Телевик. Переключение модуля. Фронталка, 60 FPS нет. Игры, перегрев. Ну, как бы... Делайте выводы сами. Делайте вы, думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь. Но у меня бы не было вот этого вот актерской мимики и попытки пошутить, если бы эта тема стоила на сейлах также по 27. Но они же этого не будут делать. Они будут упорно сливать бюджеты на рекламу, как Realme 12 Pro, 12 Pro Plus. Они будут упорно сливать деньги на рекламу и, как вы говорите правильно, основным неопытным пользователям втюхивать средняков по цене флагманов. Ну, это дичь. Ну, наверное, с экономической точки зрения для них это выгодно сегодня. Но я говорю, это не долгая стратегия Realme. Ну, вот за те 1,5 года, что они начали блокировать китайские аппараты, ставить какие-то космические ценники на свои средняки, пихать везде телевики в рекламу. В моих глазах они конкретно просели. Я с такой радостью покупал GT-шки, Master Explorer Edition 1, 2, все версии GT китайских, там даже GT3, 3T, и все это было круто за свои деньги. А сейчас ты сидишь и не знаешь, а как сказать так, чтобы не обидеть тех, кто умудрился это купить за 40. Ты же вроде хвалишь Realme. Ну, хвалил несколько лет. И продолжаю хвалить, молодцы, но конкуренцию, я не знаю, а с кем они конкуренты? Ну, реально, 12R, там, где Ace 3 стоит 30. Да? Полуторка, слабый вибро, пластиковая рамка, металлическая спинка, стеклянная спинка, USB 2.0, убогая защита от влаги, нет мини-джека, но это не флагманская тема, нет беспроводной зарядки, водопад экран, для меня это минус, и сброс яркости до 2 сотен люксов в Геншине. Плюс он по полной программе по мне проигрывает Pixel 8a в видео и фотосъемке, как тузик грелки. Но
Это мой взгляд. У вас он может быть абсолютно другим. И там, где 200 люксов, вы можете добавить нолик и предположить, что там было 2000 люксов. Там, где нет беспроводной зарядки, да и не надо. А там, где высокая стоимость, я настолько богат, что могу покупать средники, не самые лучшие, за цену флагманов. За что и я люблю YouTube. Каждый делает выбор сам. Вот. Сергей, да какое много? 3 человека. 3 Екатерина еще появилась. Так и не купила Realme 12. Ну нет, Катерина, Realme 12 Pro Plus был топовым смартом, когда они скидывали ценник в китайской версии 25. Ну почему? Если охота. А какие альтернативы вы купили? Если вам нужен был телевик. А вообще, да, что не потрачено, то сэкономлено. Ну, сори, Катерина. Ничто не вечно под луной. Никогда, к сожалению. Великолепно посидели. Интересный девайс. Он не супер-мега будет популярным. Он и так не супер-мега популярный. Но он популярный только тем, что они показали, куда они сливают бюджеты. То есть они сливают бюджеты не в ценник пониже, не в железо, не в ПО. Они сливают бюджеты в рекламу. Но окей, их выбор, их же бренд Realme. То есть таким образом они решили подвинуть Poco, Xiaomi. Посмотрим, как это получится. Пока мне не кажется, что у них получится. Хотя, если бы брать вот сейчас обзоры до моего, там все прям огниво. Прям огниво. Но люди уже по-другому смотрят. По-другому. Даша. О, Ирина. Xiaomi 13T или Poco F6? Я вообще девушку с Poco F6 не представляю. Наверное, Xiaomi 13T в вашем случае. Но вообще ни то и ни другое. Как бы. Как бы. Но если Poco F6 за 27, то норм. Да, и он свежее. А зачем вам? Зачем вам он? Почему вам эти смартфоны нужны? Больничка, все норм. Денис Шубин, Сергей, мистер Л. Напишите в телегу взаимопомощи. У нас там много людей, которые много чего посоветуют. И владельцев разных смартфонов тоже. Дед, Дукат, Ред Наоми. Нет, все, прошел запах пластика. Вот ты за меня беспокоишься, чтобы я не сгорел ночью, да? Константин Григорьев, Ирина, Петра, Зи. Всем спасибо за стрим. Сейчас я покажу, что мы будем следующее жарить, скорее всего. Я не знаю зачем. Я не знаю ради кого, ради чего, а кто ли я, а что ли я, могу ли я, магнолия. Но я купил вот эту штуку. Вот. И все. Насчет камер, кстати, там спрашивал кто-то особый режим ночной. Еще раз. Вот просто камера. Камера. Давайте я открою даже большим кадром. Я чуть не забыл. Видео. Улица. Видео. Фото. Портрет. Еще. Ночь. Но магия в том, что если вы включаете автомат просто фото, он также определяет ночь, если это ночь. Вот он долго, вот у него появляется такой значочек ночь, вот здесь, и он фотографирует. Ну, благо это смартфоны умеют очень давно. Поэтому все эти темы из разряда чтобы получить волшебную фотографию, вам надо зайти сюда, потом туда, потом сделать вот так, настроить экспозицию, ISO, встать штатив, подождать 7 часов, пройти курсы обязательно фотографа, и тогда вы будете человеком, который вместо того, чтобы купить фотоаппарат и поучиться, купил смартфон, который должен фотографировать в автомате, и работать за этот смартфон. Ну, это мое субъективное мнение. Вот, поэтому девайсу от меня да или нет, узнаете в ролике. Вот. Добра и удачи вам, дорогие друзья.